Здравствуйте, мои дорогие, любимые. Сегодня я вам расскажу, стоит ли вам менять профессию. Это сейчас очень многих людей волнует, потому что некоторые профессии отходят на второй план, они никому не нужны, да, как может показаться, либо в вашем там городе, в вашей стране профессия не так развита. Бывает, что по своей профессии не можешь найти работу или надоело. И, соответственно, это интересно, я думаю, многим. Тем более, что подписчики предложили эту тему, да, точнее, подписчица. И я считаю, что надо делать. Итак, гадать я буду на городском Таро. Сейчас я карты буду перемешивать. А пока я их перемешиваю, вы подпишитесь, поставьте лайк этому видео. А когда посмотрите, пишите свой комментарий, свое мнение. Итак, стоит ли вам менять профессию? 4 позиции. Первая карта – это ваше текущее состояние, ну, на той работе, в той профессии, в которой вы находитесь, да, то есть как вы это воспринимаете. А дальше мы уже будем с вами выяснять, а стоит ли вам эту профессию менять. Причем не обязательно, что карты вашу именно профессию покажут. Вас же много и видео общее. Но при этом ваше состояние в этой профессии карты покажут это совершенно точно. Вы по этой первой карте ориентируетесь, да? Обозначать позиции буду пуговицами. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Выберите ту пуговицу, которая вам больше по душе. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Стоит ли вам менять профессию в скором времени? Может, ваша работа или занятость вам надоела, да? Давайте смотреть. Может, вас повысить хотят. Стоит оно или нет. Идти наверх. Итак, первая пуговица и первая карта. Состояние ваше внутреннее. Вот в вашей текущей профессии. Чего там не так? Сила. Заметили, да, на позицию очень часто эта карта выпадает. Причем я тасую колоду очень хорошо. И какую бы я колоду ни брала, да, вот сила за силой, сила за силой, расклад за раскладом. Итак, в данной профессии, я думаю, что вы очень профессиональны. Ну, как, лучше всех, да? Вы очень сильны, сила. И прошли годы до того, как вы стали мастером своего дела. То есть вам понадобилось на это большое время. На самом деле карты говорят, что вы как рыба в воде, да. Карта это она всегда показывает, что человек вот глаза закроет там или спать ночью разбудишь, он по своей работе все скажет. Поэтому вы приручили эту работу, приручили, может быть, даже там, не знаю, клиентуру, начальника на работе. И получается, что вы отлично знаете свои способности в этой профессии, в этой занятости. У вас есть профессия, скорее всего, на которую вы именно учились, и потом много лет отрабатывали этот навык. Получается, что вы настоящий профи, и вы человек, которого очень ценят на этой работе, в этой сфере. Вот. Ну, давайте посмотрим, а в чем тогда проблема. То есть вы знаете, что вы в этой работе прямо супер ас. В чем тогда ваша проблема? Почему вы задали вопрос, стоит ли вам менять работу, профессию? Именно профессию, да? Угу. В чем тогда проблема? Десятка, ну тут сейфити, да, это... Ой, сатиэти, это у нас общество, да? Вот, десятка кубков. Она показывает, что вы как будто бы... Ну, во-первых, в этой работе хотите отстоять себя. Ну, вот то право, какое вы имеете, как человек, который хочет быть собой, да. То есть свои какие-то, желания личные.
вы хотите в этой профессии, чтобы вот эти желания проявлялись, а вам профессия не дает этого делать. То есть ваша личность теряется в этой работе. Получается так, что вы хотите выразить себя, ну, тем, кто вы есть, да? Карта показывает, ну, что там, типа гей-парад. Вот. Я хочу быть собой, я хочу отстаивать себя, я хочу выразить себя. То есть это любое творчество, свое какое-то внутреннее начало, да, там свои идеи воплотить в жизнь. И профессия с этим совершенно не соотносится. То есть одно дело профессия, работа, я в этой работе супер-друпер там, да, а другое дело, когда ты хочешь, ну, хобби свое развивать, так получается, хобби. Ну, это все равно, что, там, не знаю, там, полицейский в России ни за что не признается, что он из категории сексуальных меньшинств. Вот примерно так. Потому что испугается, да. Ему хочется себя выразить, но тогда ему нужно уходить из полиции. Вот примерно тоже, вот в других странах этого нет, сразу говорю. Вот, поэтому тут, ну, ваша работа, она может просто вам мешать делать то, что вам нравится. Ну, например, вы адвокат. И очень хороший при этом художник. Вы бы хотели продавать свои картины, но у вас нет времени их рисовать, просто потому, что вы целыми днями занимаетесь юридической деятельностью. Что остается? Бросить деятельность юридическую и рисовать. Правильно же? Хорошо. Стоит ли вам менять работу, профессию вот именно на ту, которую вы хотите, да, которая вам по душе? А вот тут вышла карта у нас 7 мечей. Ну, я вам так скажу, что в этом есть некий подвох. Вот сколько будет этот художник раскручиваться, да? В чем-то вы себя как будто обманываете. Ну, например, вы очень хороший адвокат и очень хотите петь или рисовать, но вы или поете, или рисуете не так хорошо, как это хотелось бы. И получается, долго придется, скорее всего, развивать это до профессионализма, да? Ну, либо удовлетворяться тем, что есть. То есть столько же вы не заработаете, к сожалению, сколько если вы там, допустим, где-то работаете юристом там. Вот вам нужно просто отдать себе отчет, что если вы меняете профессию на любимую, то она не будет оплачена так, как вы зарабатываете сейчас в этой профессии. И, конечно, это проблема, потому что многие люди выбирают деньги, да. Поэтому карта и показывает, ну, подвох тут есть. Это может вас как бы привести все-таки к моменту разочарования в той работе, которую вы всей душой хотели. И тогда вам, ну, просто нужно иметь большую сумму денег, да, чтобы заниматься любимым делом, но содержать при этом себя. Зная, что это дело не принесет столько денег. Вот и все. Если вы этого хотите, вы это сделаете. Если нет, ну что ж, как говорится. На вашу жизнь это никак не повлияет. Вы так и останетесь тем, кто вы сейчас по профессии, и будете зарабатывать. Карты здесь показывают, что вы не найдете самовыражения, если не попробуете, да. И получается, ну, вам нужно решаться делать шаг очень сложный для вас. Потому что каждый человек, который хочет выразить себя хоть в чем-то, он однажды в этом разочаровывается. Когда-то вы хотели себя выразить в вашей той профессии, в которой вы есть. И, ну, неизбежно дошло до того, что вы все равно, ну, захотели вот именно по сердцу, там, да, разочаровались. И так во всем, ну, что бы вы ни делали, это принесет вам все равно какое-то разочарование. Мне кажется, я бы посоветовала, конечно, менять. Но при этом нужно приобрести денежный запас. Вы можете, по сути, развить ваше новое дело. Просто нужно обойти вот этот подвох, который есть. То есть не обманывать себя ни в чем. Реально мыслить. Тем более, что если вдруг у вас четкая профессия. Ну, такая позиция номер 1. Кто-то скажет опять мне, вот помяните мое слово, что я, видите ли, как-то не так заканчиваю расклад. Ну, что я вам должна тут сказать была?
что вы добьетесь всего, всей вершины, давай иди вперед, верь в себя, все будет хорошо, ты супер, ты король этого мира. Так. Ну, я понимаю, я понимаю, что вам кажется, что должен быть конец, мол, вот у тебя там счастливое будущее. Но на самом деле я могу ввести вас в заблуждение этим. И, соответственно, вы пойдете реально на этом стимуле. И потом вам покажется, что вы напортачили, а скажете, что вот вы послушали меня. Понимаете? Поэтому я отвечаю ровно на вопросы расклада, а дальше думать вам, естественно. И более того, вот есть темы расклада, да, вот сегодняшняя тема: стоит ли вам менять профессию? Я вам рассказала все плюсы и минусы этой ситуации. Я не могу при этом рассказывать ваше будущее, потому что расклад вообще не о том. Но вы можете посмотреть ваше будущее в работе, в плейлисте, допустим, «Работа, финансы». И, соответственно, когда вы откроете лист, там очень много тем по работе, по финансам, и там есть ваше будущее по этим темам. Поэтому вы можете это смотреть. Хорошо, вторая позиция. Стоит ли вам менять профессию? Первая карта: как вы в своей сейчас себя профессии чувствуете? Император. Ну, вы чувствуете, что вы прям король этого мира, царь, там, я не знаю, император. Лучше вас точно никого нет в этой профессии, да? Вы прям супер профессионал, супер там лидер. Человек, который на этом собаку съел, там, я не знаю. И, соответственно, ну, когда-то нашему царю бывает скучно, и ему хочется чего-то нового. Может быть, вы поэтому думаете о смене профессии. Но карта показывает гордость за себя, лавры победителя по жизни и человека, который вот реально прям преуспел в этой профессии, в которой вы сейчас есть, и себя чувствуете в ней вот прям императором. Карта также может показывать, что над вами есть диктатор. То есть как вы себя чувствуете в этой профессии под чьим-то началом. У меня есть начальник или хозяин. Он давит на меня. Он самодур, там, я не знаю. Он мой рабовладелец. И тогда вы ощущаете себя подданным, слугой. Соответственно, какая работа может удовлетворить, если она под началом диктатора находится? Профессия, да? Куда бы ты ни пошел, ты будешь находиться под начальством какого-нибудь самодура. Также карта может говорить о том, что, ну, вдруг, если вы действительно себя чувствуете императором этой профессии, что раз вы достигли самой-самой большой вершины, естественно, куда же вам выше идти, да? И выше этого просто нету, и хочется, конечно, чего-то нового, интересного, классного, там, да, драйва какого-то, энергия, чтобы пошла, там, чтобы впечатления были. А так сидеть, ну, что там на самой вершине одному, неинтересно, не весело. Хорошо, давайте посмотрим, а стоит ли вам менять профессию? Вот вы, получается, в данный момент, да, либо под диктатором, либо на вершине. Стоит ли вам менять? Стоит ли вам это все вот уже как-то переиначивать, высвобождаться? Потому что даже император, он не свободен, у него же как, ну, обязанности трона, да? Вот стоит ли менять? Давайте посмотрим. Так, у нас тут карта суд. Айон, да? Ну, конечно, карта говорит о неком возрождении. О том, что вы увидите себя иным человеком и можете даже, ну, по сути, уехать, переехать, сменить вообще свою жизнь, возродиться, да, и, ну, как будто бы пережить новую какую-то жизнь, понимаете, новое рождение, смена личности. Поэтому смена профессии дает вам очень многое. Более того, вы совершенно точно сильны как человек, и любую новую профессию вы можете осваивать. Тем более, что если вы уже по этому поводу знаете там что-то, да, и вас везде примут. То есть это возродит в вашей жизни
вот эти впечатления, эмоции, которых вы и хотели. Вот давайте даже смотрим причину здесь. Почему вы хотите сменить профессию, да, если у вас там есть, ну, высшее вот это вот, да, звено. Повешенный. Вот вам кажется, что вы ради этой профессии уже пожертвовали в жизни всем. Неважно, причем диктатор над вами, или это вы этот диктатор. То есть вы себя чувствуете в подвешенном состоянии постоянно. То есть вы себя чувствуете, ну, как вот жертва в паутине у паука. Мол, профессия из меня все соки тянет, жилы. Есть такие профессии. Например, хирург. Вот вы император в мире хирургов. Вы самый классный хирург, там, или психиатр, или еще кто-то. Но вы даже от своей работы отойти не можете. Ну как вы от нее отойдете-то? Как, если пациенты же, их спасать надо? Вот она, талантливая рука хирурга. Вот он спасает жизни многих людей. Может в месяц 100 человек спасти от смерти. То есть реально прям влияет на других людей, на их жизнь. Как он может отойти? И он повешенный в этой профессии. И он хоть вот вы 500 000 в месяц получите. Ну или там сколько? Там 30 000 евро получите. Неважно. 500 000 евро. Неважно. Важно не это. Важно то, что вы просто раб. Ну как бы даже если вы император, вы все равно подвешены этой профессии. Знаете, что нужно сказать в этом случае? Да, вот ваша свобода. Вот она, ваша свобода, ваша новая жизнь. Надо сказать в этом случае стоп. Стоп. Я спас 1000 людей уже. Ну, если вы хирург, я просто пример привожу, да. Вы можете быть не хирург. Учитель там научил 1000 людей. Спас 1000 людей. Там пожарный, хирург, там полицейский. Неважно. И я выполнил свою миссию в этой профессии на земле. И понимаете, вот вам нужно почувствовать, сколько вы уже сделали. Там, если вы адвокат, сколько вы от людей там, от тюрьмы отмазали или помогли там выйти из разных кризисов, рассудили их как-то, да, там, доказали их там невиновность, еще что-то. Вы их спасли. Вы сделали очень-очень много. И теперь вы можете сделать что-то для себя. Вы можете быть свободны. Вам нужно это понять. Я могу быть свободен. Неважно, есть у вас деньги, нет у вас денег, есть у вас там запас, нет, как в первой позиции. Да, вот в первой позиции, чтобы выйти из профессии, нужен денежный запас. Здесь это не обязательно. Такой человек, как вы, ну, пойдет и в другом месте будет работать или не работать вообще. Это не важно. Важно то, что вы имеете право на эту свободу. Не обязательно делать это до 90 лет. Вы можете взять и стать счастливым человеком. Я знаю, что ваша профессия, вот эта, которая вас держит, она может даже вам приносить это счастье. Но вы просто истощились, вы больше не можете. И вам нужно отдохнуть. Ну, вот такая позиция номер 2. Я думаю, что у вас все получится в этом плане. Вот здесь я точно могу подбодрить. Сказать, слушай, я вижу, как в будущем ты бросаешь эту работу просто потому, что ты всегда можешь в нее вернуться, да? Пошел там, если хирург в любую больницу, в любой стране, сразу примут все со всеми руками, ногами, диплом подтверждать не надо, ничего не надо, все. Если хороший хирург, возьмут и не будут спрашивать. Просто один раз вот покажи, что ты умеешь, и все. Вот. Поэтому я вам так скажу. Я в вас уверена. Если вдруг вы захотите вернуться, вы всегда можете. Вот вам нужно это себе напомнить. Я всегда могу вернуться. Потому что я император этой профессии. А теперь я свободен. И вот я уверена, вы добьетесь еще больше вершины мира, но уже счастливым человеком. А может, вам вообще надо не работать, а просто отдохнуть. Такая позиция номер 2. А мы идем дальше. К позиции номер 3. Стоит ли вам менять профессию? Наша пуговица. И первая карта. Как вы себя сейчас ощущаете в той профессии, в которой вы?
Принцесса дисков, воспитатель детского сада. А ведь я не говорю, что вы воспитатель. Помните об этом. Вы не воспитатель детского сада. Ну, может, часть из вас и воспитатель детского сада, но это не обязательно, понимаете? Кто такой воспитатель детского сада? Это человек спокойный, потому что если он буйный, его долго в садике держать не будут, да? Он же с детьми работает. Так вот, это прирожденный учитель. Ну, то есть человек, который может кого-то чему-то научить, за кем-то проследить. И, понимаете, по этой профессии, вот, в которой вы сейчас, вы чувствуете ответственность за какой-то коллектив, за людей. Неважно, какая это профессия. Может, вы полицейский, может быть, вы секретарь, может быть, вы учитель, может быть, вы продавец. Но вы чувствуете за кого-то ответственность сейчас, работая, понимаете? Вот имея эту профессию. Карта показывает, что вы очень исполнительны. Профессия у вас, скорее всего, не какая-то прям опупенно высокая или еще что-то с огромной зарплатой. Нет, дело не в этом, а в том, что вы боитесь потерять эту профессию и работу. Или просто сменить профессию, потому что вы чувствуете ответственность за кого-то. За своих детей, за коллектив на этой работе. За то, что с вас что-то спросят. Вы не лидер. Вот совсем. Вы скорее подчиненный. И в этом проблема. Вы очень боитесь сделать шаги в жизни. Вы что-то поменять боитесь, потому что вы боитесь множества разных факторов. Вот уйду я с работы, а я продавец. Даже тех 20 тысяч у меня не будет. И как мы проживем? Что мы будем делать? За квартиру уже не заплатить. Ничего. Как буду переходить? Куда? Я больше никем работать не умею. Я же продавец. Вот знаете, вот такое. Или воспитатель. Я там, обычная воспитательница. Куда я вот пойду? Что мне делать потом? Как вот я? Вот. Что нужно сделать такому человеку? Его должно что-то заинтересовать. Почему вы задались вопросом, сменить ли мне профессию? Может быть, вас уже что-то заинтересовало, да? И, соответственно, нужно понять, можете ли вы уже в этой профессии работать, которая вас новая заинтересовала. Если да, вы туда идете и работаете, да? А если нет? Если вы еще не умеете? Представьте, что вы воспитательница, но захотели стать медсестрой. Вообще-то на это лет, года 4-5 надо учиться. Причем только очно. Дежурить в морге и так далее. Это сложная ситуация. То есть во время учебы вы постигаете все азы. Потом окажется, что вы вообще боитесь крови или разрезанных тел, или еще чего-нибудь. Вот. Конечно, это все сложно, и вам нужно оценить обстановку. Хорошо, а почему вы решили сменить профессию? Хотите сменить или спрашиваете об этом? Влюбленные. Первая мысль, вы выходите замуж или женитесь и, уезжаете, например, да? Или просто обзаводитесь семьей, и я уже не могу в этой работе работать. Да, сейчас в декрет уйду, и что тут надо делать в декрете? Может, мне освоить там копирайтинг или блогерство или таро. Вот если так, что ж, вы в декрете осваиваете, конечно. Читайте, учите, пока у вас есть возможности, все. А вот если не в декрете и не связано там с браком, какая-то идет все равно в жизни перемена, понимаете? Вы хотите что-то поменять, вы хотите сменить обстановку. Вы хотите иметь новые перспективы, вы хотите дело по сердцу, по душе, судя по влюбленным. Может, не лежит у вас душа к тому, что вы воспитательница, или медсестра, или продавец. Не лежит и все. Тогда нужно понять, кто вы. Кто же вы? И, соответственно, естественно, я не могу сейчас вытащить карту, кто вы. Потому что третью позицию посмотрит, 2000 человек, представим. Разве все 2000 человек будут этой картой? Сложно, да? Я могу. Хорошо, кто вы? Двойка жезлов.
Ну, смотрите, карта на самом деле показывает человека, у которого есть способности к планированию, ну, то есть бухгалтерии. Второй вариант – способности к языкам. Третий вариант – способности к тому, чтобы следить за чем-то, причем сопоставляя детали. Но если вы мужчина, вы можете быть вполне охранником, полицейским, юристом. Также и женщина-юрист может быть, или работать в полиции. То есть за каким-то порядком следить, за соблюдением законодательства. Карта также показывает, что человек может смотреть вдали, то есть ехать в другую страну, хотеть там уехать, да, сменить место жительства и обстановку. И думать, а кем я буду там. То есть меня там не возьмут воспитательницей, да, потому что мой диплом трудно подтвердить. И что мне, на что менять, да? Ну, конечно, на работу в офисе, в бюро, естественно. То есть это бумажная какая-то работа, может быть. Вот. Или работа вообще связанная с творчеством. Ну, тот же там блогинг, видео, допустим, плюс написание статей по любой теме, которая вам нравится. Так, давайте посмотрим теперь, а стоит ли менять профессию все же. Вывод. 4 жезлов. Ну, здесь, видите, вот они все вместе, вот прям вместе держатся эти люди. Ну да, стоит, но нужно с кем-то объединяться, быть в общем коллективе, связанными быть друг с другом, понимаете? Вам нельзя что-то делать совсем в одного, вам нужна поддержка. Вы вот такой человек, что вам нужна поддержка и со всеми посоветоваться. Со всеми, кто вас окружает, с кем вы дружите и кого вы любите. Это важно. Важно, чтобы все вы были в согласии, когда вы принимаете это решение о смене профессии. Да, можно менять. Овчинка будет стоить выделки, вот так могу сказать. Выгоднее будет. Так что я думаю, что вы добьетесь успеха в новой профессии. Главное знать, кто вы и что вы. Ну, такая позиция номер 3. Хорошо, идем дальше. Позиция номер 4. Стоит ли вам менять профессию? Как вы чувствуете сейчас себя в своей профессии? Туз кубков. Очень хорошо. Много эмоций, они все счастливые какие-то, радостные, не знаю. Счастливым человеком, влюбленным в эту профессию вы себя чувствуете. Вот как вы себя чувствуете? Если не ваша карта, сразу говорю, ищите другую позицию, потому что в этой карте человек в той профессии, в которой он есть, он просто поет и пляшет. Он счастливый, радостный и прекрасный. Эта профессия для него, даже если это чопорная бухгалтерия, она творческая. Я когда-то была бухгалтером, для меня это была творческая профессия. Я очень люблю цифры. Я люблю не только карты Таро. Я люблю очень многое. Я люблю читать там. Я киноман. Я даже люблю турецкие сериалы и много чего еще люблю. И я люблю бухгалтерию. Я люблю свои цифры. Я люблю считать, складывать в папку. И мне казалось, это моя творческая профессия. Понимаете? Поэтому неважно, какая у вас работа. Даже если вы полицейский, даже если вы продавец, можно, знаете, как красиво товар на полке сложить? Бантиком завернуть, в виде сердечка составить. Полочки, чтобы чистые были. Любой покупатель придет, порадуется. Бывают маникюрши, которые делают такой маникюр, что даже мой муж левой ногой может сделать лучше. А бывают такие маникюрши, которые сделают такой маникюр, что потом все ходят и удивляются. Ничего себе, какие у тебя красивые пальчики, ногти там, да? Понимаете? Вот вы, скорее всего, тот человек, который прям поет и пляшет от своей профессии. Неважно, какая она для вас любимая, творческая, радостная. Вы идете на работу и поете. Или если у вас свой бизнес, даже домашний, вы каждый день встаете утром и говорите, ну как хорошо, ну вот нашла себя или нашел. А почему вы тогда спросили, стоит ли вам менять профессию? В чем проблема, если такая любимая? Так,
Здесь у нас принц мечей. Вы спросили, почему вам стоит менять профессию? Только потому, что вы что-то надыбали в интернете. Или вам кто-то что-то там намекнул, посоветовал. Или, может быть, вы сидите очень много за компьютером, и теперь болит спина. Всяко может быть. Принц мечей показывает, что человек любознательный, очень любознательный. И, соответственно, спросил, меняет ли профессию, хочет ли менять профессию, надо ли ее менять. Да, вот так, надо ли ее менять. Просто потому, что ему интересно еще много чего. И, может быть, уже, мол, да, я люблю эту работу, но может что-то мне параллельно поделать, потому что я хочу еще много чего в жизни узнать. Да? Ладно, вы такой позитивчик у нас. Сидите за компьютером, шаритесь там. Стоит ли менять профессию? Луна. Вам страшно элементарно ее менять. Ну ж боитесь этого. Как огня. Я не знаю, нет. По Луне нет, не стоит. Но увлекаться магией для вас было бы интересно, эзотерикой, картами, судя по Луне. Развивать ясновидение, яснознание. Это же не смена профессии. Профессия, она и есть профессия. Сможете ли вы работать эзотериком, я не знаю. У каждого своя ситуация. Вот 2000 человек посмотрят 4-ю позицию. Может, даже больше. И что? Каждый будет эзотериком и пойдет работать им? Нет, конечно. Понимаете, в чем проблема? В том, что вы можете чувствовать в себе силу или нет. Вы можете стать по этой карте астрологом, тарологом, рунологом, хиромантом, иридоскопистом, кем угодно. Но если вы это изучите, и вы это можете использовать пока как хобби, но менять профессию сейчас для вас будет просто губительно. Вы будете каждый день обливаться страхом и думать, какой у меня вообще завтрашний день, что меня ждет. Естественно, этого допустить я не могу со своей стороны. Вы можете. Я советовать нет, не могу. Поэтому пока что ответ нет, не стоит менять профессию. Но увлекаться чем-то, конечно, стоит, мистическим особенно. Вот такая 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.